Глава 165. Пэймин и остальные вошли на чей-то двор, должно быть, в поисках колодца. Селянь переступил порог и заметил между делом: все строения на этой улице столь грандиозные и внушительные. Хуачен произнес: «Медная печь находится в самом центре императорской столицы, мы уже очень близко к ней. А место, которое 2000 лет находится близ столицы, тоже начинает процветать, разумеется, и постройки здесь грандиозные и внушительные. В этих местах проживали в основном высокие чины и знатные, зажиточные семьи. Колодец здесь действительно имелся, но вокруг него складывалась чрезвычайно ужасающая картина. Возле колодца, замершие в причудливых позах, лежало несколько человеческих фигур. Складывалось впечатление, будто они, мучимые жаждой, доползли сюда в предсмертной агонии, но все же их жизнь оборвалась. Подойдя ближе, Селянь на миг опешил. Но они ведь более походят на каменные статуи, чем на людей. Конечно, это были не живые люди, но и не трупы. И тем более не скелеты. А именно несколько крайне примитивных светло-серых каменных статуй. Селянь хотел было подойти и потрогать их, но взгляд Хуачена заставил принца тут же вспомнить об их недавнем обещании друг другу не притрагиваться к странным и опасным вещам, и Селянь заставил себя остановиться. В его голове закружились мысли, кто ни с того ни с сего стал бы воять такое количество статуй, да еще столь пугающего вида. Должно быть, это в самом деле люди, по какой-то неизвестной причине принявшие подобный облик. Двери дома были открыты. Принц заглянул внутрь и увидел на полу еще двоих человек, крепко обнявшихся в скрюченном положении. Их лица были размазаны, выражения разглядеть не удавалось, но уже по одним позам ощущалось, какой ужас охватил их перед смертью. Своими телами двое тесно закрывали что-то еще, похожее на сверток. Но присмотревшись еще раз, Селянь внезапно понял. Должно быть, это был младенец. Все сразу стало ясно. Люди снаружи — это домашние слуги, а здесь, внутри, похоже, семья хозяев из 3 человек, заключил принц. Хуачен ответил: «ГМ». Когда случилось извержение вулкана, вода в реке Уюн сменилась потоками бурлящей лавы. Жители возвышенностей не погибли в лаве и пламени, но не смогли скрыться от вулканического пепла, который заполнил собой все. Их настигла смерть от удушья. Всепоглощающий пепел в мгновение накрывал людей, образуя твердую корку, которая и сохраняла их тело в том виде, в котором смерть настигла их, обращала в окаменевшие статуи. За секунду до конца эти двое, муж и жена, в панике пытались защитить своего возлюбленного и ребенка, так и слились в одно целое. Колодец, конечно, давным-давно пересох, Пэймин же не питал никакого интереса к изучению мертвых тел, поэтому подхватил Пэйсу на плечо и продолжил поиски. Селянь же обнаружил одну странность: он вошел в дом и присел возле 3 окаменевших людей. Хуачен направился следом и спросил: «Хочешь на что-то взглянуть?» Селянь, чуть нахмурившись, ответил: «Просто их поза показалась мне немного странной». Два взрослых одной рукой крепко обнимают друг друга, а вот другую руку они прижимали к груди, словно что-то держали. «Ты хочешь узнать, что именно они держали в руках?» Селянь только успел кивнуть, как Хуачен ударил ладонью по окаменевшим и слившимся воедино статуям. «Постой, по отношению к их останкам не слишком ли это?» — поспешно заговорил Селянь. Однако Хуачен оказался быстрее, 3 вмиг обернулись горой светло-серых осколков. «Не стоит излишне переживать. Они давно мертвы». «И останков не осталось», — бесстрастно ответил Хуачен. Среди осколков не было ничего. Каменные статуи оказались полыми внутри. И ведь верно, слой вулканического пепла сформировал прочный панцирь, но все же заключенные внутри трупы могли гнить и разлагаться. А когда процесс завершался, оставалась только внешняя оболочка из пепла. То, что когда-то жило, ушло навсегда. Но то, что никогда не было живым, осталось навечно. Среди кусочков вулканических осколков сохранились не до конца сгнившие обрывки материи и украшения хозяйской четы, такие как кольца, серьги, ожерелья и тому подобное.
Селяню показалось, что перед смертью муж и жена вряд ли могли схватиться за драгоценности, поэтому продолжал перебирать. Хуачен что-то поднял с земли и протянул ему. «Что это?» — спросил Селянь. «Это то, что они сжимали в руках». То оказалась подвеска, отделанная сверкающими золотыми пластинками и чем-то напоминающим кость. На золоте виднелся узор. Селянь осторожно стер пыль, внимательно всмотрелся и спросил: «Звезда огня в созвездии Сердца», на металле была выгравирована астрономическая карта. Золото служило небосводом, звезды заменяли агатовые вкрапления. Изображалось на нем знамение, называемое звездой огня в созвездии Сердца, иными словами, небесное явление, когда огненная звезда находилась в созвездии Синь. Испокон веков люди считали огненную звезду символом войны и смерти, а звезду огня в созвездии Сердца — неблагоприятным знамением. В особенности то был зловещий знак для правителей государств, императоров и других лидеров. Почему же подобный символ выгравировали на украшение «нет»? Должно быть, это не украшение. Селянь еще немного поискал среди осколков и нашел еще 2 точно таких же подвески. Всего 3, даже у ребенка этой четы на груди висел такой. В каком же случае обычно носили одинаковые украшения? Неужели это защитный талисман? Только защитный талисман мог вызвать у охваченного страхом человека перед смертью желание крепче схватиться за него в последней надежде и безумной мольбе о помощи. «Именно», — ответил Хуачен. «Я тоже раскопал какую-то часть этого города и видел немало окаменевших статуй, внутри которых находились такие талисманы». Селянь принялся рассуждать. Народ Уюна верил в своего принца. Выходит, это должен быть талисман из его храма. Но почему именно такой рисунок? Как связаны наследный принц и звезда огня в созвездии Сердца? В тот день, когда он родился, именно так выстроились звезды на небосводе. Поэтому народ Уюна избрал этот рисунок в качестве символа их божества. Селянь полюбопытствовал: «Сань Лан, как ты узнал об этом?» Хуачен тут же перевернул золотую пластинку и с улыбкой ответил: «На нем написано». И правда, на оборотной стороне красовался ряд письменных знаков. Хуачен показал их принцу. Эта строка означает: «Рождение святого ознаменовано звездой огня в созвездии Сердца». Ныне считается, что звезда огня в созвездии Сердца — это зловещее предзнаменование, но 2000 лет назад, возможно, все было иначе. Селянь проводил пальцами по знакам, в то время как его сердце медленно тяжелело и опускалось вниз. Потому что в день его собственного рождения на небесах выстроился точно такой же рисунок, звезда огня в созвездии Сердца. Не слишком ли удачное совпадение? Принц поднялся. «Идем в храм». Они плечом к плечу пошли дальше по главной улице. Пэймин и остальные не нашли ничего поблизости, поэтому тоже направились следом. По дороге им встречалось множество останков конных повозок, какие-то смирно стояли у обочины, какие-то были опрокинуты на землю. Также время от времени попадались лежащие на земле окаменевшие люди в разнообразных позах. Большинство жителей города попрятались от бедствия по домам, эти же были бездомными нищими или же прохожими, которые просто не успели добежать до дома. Их предсмертная агония и застывшие в крике лица прекрасно сохранились, а отряд так и передвигался вперед сквозь это причудливое представление. Хуачен по пути указывал селяню на все вокруг и объяснял, что вот это — резиденция богатого купца, вон там — место, где проводились пиршества. Принц, не удержавшись, спросил: «Сань Лан, государство Уюн погибло более 2000 лет назад, никто из его потомков не выжил, как же ты изучил их письменность? Не могло же сработать только упрямство на пустом месте, непременно должен быть какой-то метод». «Это не так уж сложно. ГГ, можешь сам посмотреть, некоторые знаки письменности Уюна очень похожи на современные». Верно, слова Уюн весьма схожи с современным написанием. Да. Поэтому я выучил их в числе первых. Есть и еще подобные им, и когда они стоят в предложении, можно распознать новые символы, расположенные вокруг. Некоторые повторяют форму друг друга, но смысл при этом разный. Однако таких немного.
Селянь покивал, и Хуачен продолжил: после можно приниматься за более сложные знаки. К примеру, вот эти. Он указал на два строения по краю улицы. Совершенно ясно, что это за заведение. На вывесках первые слова разные, а последние одинаковые. Таким образом можно определить значение последних двух: либо кабак, либо харчевня. Существует много других способов. ГГ, если хочешь послушать, я расскажу тебе про каждый по очереди, как выдастся минутка. Вот оно что. Удивительно, но на свете и впрямь существуют люди, способные познать что-либо без посторонней помощи, полагаясь лишь на собственные усилия. Селянь в душе не удержался от восхищенного вздоха. Храм Уюна по-прежнему был самым величественным и грандиозным строением во всем городе. Они еще не вошли внутрь, только приблизились, когда Пэймин вдруг спросил, что за звук, странный писк, который доносился издалека и также затихал вдали. «Крысы», — предположил Селянь. Хуачен отозвался: это необычные крысы. Но если появились крысы, это означает, поблизости есть вода. В этом храме не было следов сожжения. Едва вскинув головы, они увидели огромные яркие фрески. И на этот раз не одну, а целых 3 слева, в центре и справа. На каждой из 3 стен по картине они приблизились к первой и посмотрели наверх. Здесь наследный принц Уюна сидел на облаках, окруженный золотым сиянием. Но его лицо было суровым. Над левой рукой парил шар света, внутри которого изображалась маленькая гора, охваченная огнем. Пальцы правой же руки были сложены вместе, ладонь направлена вперед, будто он кому-то махал. Внизу располагался дворец, в котором находились с десяток человек в несравнимо роскошных нарядах, головных уборах и украшениях. Каждый был изображен в непохожей на других позе, кто-то раскрывал руки в стороны, кто-то, облаченный в доспехи, натягивал лук, кто-то с крайне взволнованным лицом указывал вдаль. Картина пестрила деталями и несла очень много смысла. Селянь некоторое время изучал ее, затем развернулся и сказал: «Позвольте рассказать, как я понял эту картину». В левой руке наследный принц Уюна держит шар света, внутри которого извергается маленький вулкан. Это означает, что он поведал о своем сне людям внизу. А его правая рука, очевидно, застыла в жесте отрицания. Должно быть, он в чем-то им отказал. Но в чем же именно? Спросил Пэймин. Тут следует взглянуть на позы людей. Дворец располагается в мире смертных, он великолепен и роскошен, должно быть, это императорский дворец. А люди, по всей видимости, представители аристократии государства Уюн. Этот жест с разведенными руками, судя по виду, обозначает расширение. Но расширение чего? Чтобы понять, нужно взглянуть на то, что этот человек держит в руках. Остальные пригляделись и увидели карту местности. Уж с этим Пэймин был знаком как никто другой. Расширить территории верно. А вот эти генералы, полностью облаченные в доспехи, похоже, уже готовы во всеоружии выступить в поход и развернуть сражение. Рядом кто-то указывает им направление, взгляните, их жесты весьма ясны. Они словно говорят: отправляйтесь туда, нападите на них. Таким образом, смысл изображения становится очень прост для понимания. Если обобщить все увиденное, наследный принц Уюна рассказал о своем видении высокопоставленным чинам императорского дворца. Извержение вулкана принесет несравнимо тяжелые последствия, для государства Уюн это смертельная катастрофа. Территории самого государства не хватало, поскольку вулкан находился прямо в центре, и все основные крупные города наверняка будут стерты с лица земли. Как же разрешить эту проблему? Хуачен ответил: раз своей земли недостаточно, нужно занять чужую. Именно. Поэтому чиновники и предложили решение расширить территории, напав на соседние государства. Но наследный принц Уюна не дал на это согласия. Поэтому его рука и застыла в отрицающем жесте. Разгадав первую картину, они подошли ко второй. Цвета на этой фреске были намного мрачнее, чем на остальных.
Возможно, по той причине, что описывала она поле битвы, на котором шло отчаянное сражение. Внизу кровь текла рекой, две армии сцепились в схватке. Селянь смог распознать, какая из сторон представляла государство Уюн, поскольку их доспехи выглядели точно как у генералов с прошлой фрески. Воины Уюна выглядели крайне свирепо, они втаптывали головы противников в грязь, поднимали трупы на алебарды цзи, рубили так, что в стороны летели конечности и ошметки плоти. Некоторые воины, злобно усмехаясь, тянули руки даже к женщинам и детям, сбившимся в кучу. Кровавая и бесчеловечная картина в полной мере отражала все ужасы войны. Над полем брани нависли темные тучи, сквозь которые пробивался луч белого света. Наследный принц Уюна наполовину показался из-за облаков, на лице его при виде картины внизу как будто отразился гнев. Он протягивал руку, выпуская лучи золотого сияния, и те воины Уюна, которых это сияние касалось, тут же поднимались к небесам. Смысл этой фрески было немного проще разгадать. Селянь, посмотрев на нее, тихим голосом начал: «Как видно, генералы и чиновники не послушали уговоров наследного принца и все-таки послали армию в поход на соседнее государство. Солдаты убивали с особенной жестокостью, не жалея ни немощных стариков, ни женщин, ни детей. Когда принц узнал об этом, он сильно разгневался, вмешался в ход битвы и остановил зверство воинов Уюна. Пэймин, послушав, невозмутимо заметил, как трогательно. Но сказать по правде, если целую страну и всех ее жителей ждала гибель, можно понять их желание защитить свое государство. Да если бы его генералы и воины не пошли в наступление и не погибли бы на поле брани, зарубленные врагом, могло статься, их настигла бы смерть от злости на своего же наследного принца. Уж я бы не пожелал сражаться за такого правителя. Селянь, усмехнувшись, с некоторой безысходностью в голосе ответил: «Генерал Пэй, ох, вы все верно говорите». При этом легкая улыбка Хуачена сделалась холодной. Пэймин добавил: «И что же, вулкан вот-вот извергнется, какое решение принял наследный принц? Не мог же он бросить свой народ умирать?» Посмотрим на третью фреску. Думаю, ответ найдется на ней. Они, наконец, переместились к третьей картине. Здесь цвета резко контрастировали с предыдущей фреской, вновь стали яркими и наполненными божественным сиянием. Но бросив один только взгляд на эту картину, Селянь широко округлил глаза, а сердце его содрогнулось. Пэймин, едва взглянув, сказал: «Силы небесные, и это способ, который придумал наследный принц Уюна. Поистине, смелости ему не занимать. Я преклоняюсь в восхищении». На третьей картине внизу изображалось государство Уюн, река Уюн, извиваясь, текла по обширным землям. Наследный принц и 4 его божеств-покровителей тоже нашлись на картине. Однако все это было далеко не главным. Более всего притягивало взгляды то, что находилось в центре фрески. Это был мост. Огромный, сверкающий белым сиянием мост. Его поддерживали общими усилиями наследный принц Уюна и 4 покровителей, а люди, что собрались на земле, с улыбками на лицах потоком текли на этот мост. Наследный принц Уюна построил небесный мост, чтобы переправить людей прямо в небесные чертоги.